Добрый день! Я решил записать инструкцию, чтобы помочь вам использовать портал «Главный вопрос» для решения ваших проблем и проблем общества. Узнать что-то новое, вступить в дискуссию или просто выразить свое мнение кому угодно. Это может быть любой человек, любая компания или организация, о которой знаете вы и о которой знают другие. При размещении вашего вопроса вы можете воспользоваться уже существующими страницами, которые сделали другие пользователи, или создать свою новую. Созданная вами страница навсегда останется в системе, и вопросы, заданные на ней, будут публичны для всех пользователей интернета. Просмотреть вопросы и ответы может любой, не прибегая к процедуре аутентификации или верификации. После публикации страница сразу доступна другим пользователям, и любой может выкладывать свои вопросы к созданной вами странице. Имеется в виду любой зарегистрированный. Ответы на ваши вопросы может выкладывать только тот, кто пройдет верификацию и подтвердит свое право на ответы от лица этой страницы. И тогда он может отвечать на поставленные ему вопросы. Если на поставленный вопрос есть реакция со стороны общества, имеется в виду лайк, дизлайк, или кому-то также интересен ваш вопрос, то такой вопрос нельзя удалить из системы, так как он уже считается публичным. Итак, начнем. В качестве примера я хочу использовать группу людей, которые по различным источникам СМИ претендуют на должность мэра города Киева на ближайших осенних выборах. Для того, чтобы перейти в раздел поиска, я нажимаю просто на поиск. Если в искомой фразе пусто, то сайт отобразит нам страницы с уже существующими личностями, которым есть уже вопросы. Для того, чтобы выбрать группу, я в поле «Должность» указываю «Кандидат в мэры Киева» и нажимаю «Применить». И сайт формирует нам список личностей, у которых в поле «Должность» на их персональной странице указано, что они возможные кандидаты на пост мэра Киева. На данный момент их 11. На плашке каждой личности мы видим их текущую фотографию пользователя, а также различные числовые значения, которые в дальнейшем могут характеризовать их репутацию в обществе. Значения эти следующие. Количество подписчиков, количество заданных им вопросов на текущий момент, сколько людей интересуются заданными к ним вопросами, и если личность выразит желание ответить на заданные им вопросы, то после ответа пользователи портала смогут оценивать данные им ответы, а именно отмечая их лайками или дизлайками. Тут я хотел немного уточнить, что при создании вопроса есть временное ограничение продолжительности видео, которое мы ограничили 6 минутами, посчитав этого времени достаточно. Но если по тем или иным причинам вы хотите более раздвинуто задать вопрос, то вы можете создать дополнение после его публикации на сайте, на странице «Личность». Если вам повезло и личность дала ответ на ваш вопрос, то вы всегда сможете продлить беседу, записать уточнение на ваш вопрос после поступления от него ответа. Тем самым ваш вопрос перейдет в стадию дискуссии между вами и вторым участником, что также даст возможность пользователям портала оценить не только личность, кому вы задали вопрос, но оценить уже и вас. Допустим, мы хотим задать видеовопрос Виталию Кличко. Для этого переходим на его страницу, где нам отображаются уже заданные вопросы к личности, различные числовые показатели. Также здесь указаны авторы уже заданных к нему вопросов і количество заданих вопросов этими авторами. Як бачимо, нещодавно Роман Скрипін задав своє публічне питання. Він, правда, задав його на своєму YouTube каналі, але питання публічне, тому я його скопіював і розмістив на порталі головне питання для зручності Віталія і Романа. Але без його згоди.
Ну це таке. Саме питання, Роман, рекомендую послухати, воно того варто. Хоч і розвинуто на 12 хвилин. После перехода на страницу личности нам доступна кнопка, которую я нажимаю для продолжения. Если мы не авторизировались, то нам предложат пройти авторизацию перед созданием вопроса. Существует несколько различных способов авторизации, такие как через электронную почту с подтверждением аккаунт Facebook, Twitter или учетную запись Google. Итак, я авторизирую через Facebook. Итак, приступим. Я все же осмелюсь задать вопрос Виталию. Нажимаю кнопку «Задать вопрос». В открывшемся поп-ап окне указываем язык, на котором будем задавать вопрос. Указываем тему вопроса. Ну, допустим, вот такую. А также в поле «Дополнительные сведения» можем указать дополнительное текстовое сообщение к нашему вопросу. Вот. Также есть комментарий к модератору. Тут мы можем, если у вас есть необходимость, то можно что-то написать модератору. Допустим, где взять фотографию к новой личности или что-то такое. В поле «Ключевые слова» мы указываем хэштеги к нашему вопросу, лучше через запятую. Вот если хэштег состоит из двух слов, чтобы его легче было идентифицировать в системе поиска при индексации. Ну, допустим, так. Вот. Вопрос можно загрузить с устройства, если он уже готов. Или можно записать через видеокамеру самого устройства. Теперь попробуем записать. Добрый день, Виталий. Вы знаете, что на первых теремках проходит масштабная замена трубопровода по проспекту Академика Глушкова и Заболотного, протяженность которого около 3 километров. Предлагаю вам устроить вечернюю пробежку по дворам этих домов, так как работы производятся без должного ограждения и освещения, везде разрыты канавы и наваленные новые старые трубы. Набросаны куча песка из этих канав прямо на детские площадки, на которых тут же в 5 метрах играют дети. Вечернее видео, записанное мною, будет на соседней странице в рулетке. Спасибо. Добрый день, Виталий. Вы знаете, что на первых теремках проходит масштабная замена трубопровода по проспекту Академика Глушкова и Заболотного, протяженность которого около 3 километров. Предлагаю вам устроить вечернюю пробежку по дворам этих домов, так как работы производятся без должного ограждения и освещения, везде разрыты канавы и наваленные новые старые трубы. Набросаны куча песка из этих канав прямо на детские площадки, на которых тут же в 5 метрах играют дети. Вечернее видео, записанное мною, будет на соседней странице в рулетке. Спасибо. Ну, теперь нам остается только отправить сам вопрос.
После того, как ваш вопрос был отправлен, он будет находиться на вашей странице. В разделе обработки. И ожидать подтверждения модератора о том, что ваш вопрос будет опубликован. Если ваш вопрос по каким-то причинам не будет опубликован, то он будет находиться в закладке «Отклонено». Так, после того, как получено одобрение модератора, мы переходим на страницу Виталия. Там уже наше видео размещено. И теперь мы можем добавить дополнение к тому вопросу, который мы уже задали. Или можем загрузить видео. Сейчас попробую снять, как производят ремонт теплотрассы. Как тут все огорожено. Это двор. Первые теремки, улица Заболотная. Вот мы спокойно проходим. Вот. И вот тут дети играют. Можно смело навернуться, да. То есть нет никаких ограждений. Вот заборчик лежит. Вот так вот строит компания Sirius. Это, наверное, личный подрядчик. Не знаю, наверное. Уверен, что Sirius? Ну, Sirius. Вот второе тоже вот так хорошо строят. То есть вот так вот дети могут ходить. И видео уже готово. Теперь если перейти на страницу Виталия, то мы увидим полностью записанное видео. Вот это первая часть. И уже есть вторая часть. Сейчас попробую снять, как производят ремонт. Все за... Всем, кто досмотрел до конца, спасибо за внимание. Я думаю, теперь понятно многим, как можно заливать видео и как можно пользоваться порталом. Всем спасибо. До свидания.